Друзья, всем привет, серферы, бездельники, наши любимые девианты. Продолжаем наш эфир. У нас, как я обещал, сегодня два крутых эфира. И пришло время Владимира Африкановича Никитина. Как мы обещали месяц назад где-то, что у нас будет тема государства против городов. И вот мы сегодня в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Почему такой дискурс? Что не так у городов с государствами? Ну, это противоречие изначальное, а не появившееся сейчас. Просто сейчас ситуация обострилась. Ну, два таких исходных обстоятельства. Ну, во-первых, я киевлянин. Кроме Киева, видел сотни других городов. Киев люблю, это моя родина, идентичность, если так можно выразиться. И того Киева, в котором я вырос, уже нет. И у меня есть подозрение, это надо объяснять, что Киев уже не город. Это первое обстоятельство, если смотреть современными глазами. А второе, моя первая научная работа, когда мне было 20 лет, которую мне никто не приказывал делать, я поверх плана, это что такое город. Меня это волновало всю жизнь. Я пытался понять, наблюдаю, участвовал в жизни и развитии многих городов, как консультант, как участник, жил в многих городах. Последние лет 10 мы с Чудновским через Союз архитектора активно занимались Киевом и вопросами устройства градостроительной сферы. Накопилось много и представлений, и очень много, как это сказать, досады. Когда хочется, вроде бы люди должны понимать, но понимания нет. Что происходит? Мы уже говорили об этом в прошлом эфире с Корсунским. Цивилизационная форма уступает другим формам организации глобальности и, я даже сказал бы, космичности. Другие формы, другие представления, другая оптика. Понятно, что того города, который мы знаем, которым живем, уже больше не будет. Во всяком случае, вернее, скажем, кое-где останутся. Потому что Земля – это огромная неоднородность. Я имею в виду заселение, города, культуры, цивилизации. И это благо и актив, и возможность ответить на будущее. Попытки глобализации, которые, так сказать, недавно совершались, они, в общем-то, потерпели крах, наступает нечто другое, которая усилена, с одной стороны, климатическими изменениями, с другой стороны, стремительным развитием технологий. Города существуют уже давно. На Земле есть, по крайней мере, два города, которым больше 10 тысяч лет. Это Иерихон и Дамаск. Есть множество городов, которым много тысяч лет.
Города – это такие устойчивые реперные точки. И если взять Киев, Киев пережил много нашествий, много форм организации, много государств, в которых он был включен. И думаю, что процесс не закончился. Но мы не думаем городами. Вот что поразительно. Города – это есть то, что порождает будущее. В городах вольных, открытых, множественных появляются новые формы совместности, новые формы общежития, новые идеи, новые мысли, новые технологии. Есть такое слово, которое у нас редко употребляется – синайкизм. Ойкос – это тот же корень, что экономика, ойкономика – это дом. Изначально экономика – это умение организовать жизнь дома. А синойкизм – это о формах совместности. Их, по крайней мере, в наших поле зрения 3 базовых формы человечества живет. Это город, село и кочевье. Они принципиально отличались одна и другой, много тысяч лет существовали практически не влияя друг на друга. Город – это практически не привязанная, вернее, имеющая территорию и слабо к ней привязанная, а ее устройство – это множество разных форм организации. Административные, культурные, технологические, профессиональные и еще множество. Город не определяется размером, город определяется вот этой сложностью взаимоотношений разных групп. Село же привязано к земле. Каждая ячейка привязана к своему участку. Это горизонтальная организация. Представители этих вот семей собираются на сход, на мир и управляют этим. Главное – соседство, сезонный ритм жизни, традиция. Село сохраняет традицию. Ну, во всяком случае, сохраняло, удерживало. И удерживало эту связь с землей. Кочевье привязано к маршрутам. Все свое ношу с собой. Передвижение. Сейчас еще есть кочевья, но их осталось мало. Но проблема в чем? Началось опять великое переселение. В связи с климатом, в связи с неравномерностью распределения богатств, ресурсов по земле, сейчас возможности ими пользоваться, началось массовое переселение. Не большими народами, как раньше, когда двигался целая орда и переселялась, а отдельные люди и группы. И вот что нынче произошло? Больше нет ни городов, ни сел, ни кочевий. Ну, кочевье здесь миграция. Я вот сейчас, например, работаю с Ирпенем. За последних несколько лет население увеличилось в 3 раза. Понятно, что количество приезжих намного превышает количество горожан. А сколько сейчас в Ирпене? Где-то 300, я точно не скажу. 300 тысяч? Да. Это не может быть. Но он сильно увеличился. Было, 1080 было перед широкомасштабкой, но сейчас увеличилось, еще приехали. Ну, я не буду врать. Много увеличилось. Ну, существенно увеличилось. Существенно увеличилось. Дело в том, не только в том, что увеличилось население. Вместе с этим исчезают горожане.
Население в городах больше, а горожан меньше. Это те, кто мыслят городом, ответственны за городом, понимают город, причастны к городской памяти, городской культуре, заботятся о городе. Не формируется при этом новая городская культура? Нет. К сожалению, нет. К сожалению, нет. И это не беда Украины. У нас просто это обострено. А вот второе, а что ж такое государство? Государство — это сначала были государства, города, полисы. Потом они стали объединять много полисов, и возникла надстройка, управляющая городами, городскими общинами. То есть, если город — это организация жизни разных групп, разных совместностей, то государство — это власть попытка власти над этой организацией совместности. Ну и понятно, что город — это свобода, открытость, город творит свое время, культура, инструменты, оно живое, динамичное, сложное. А государство стремится к унификации, стандартам, единому центру власти или управления, законам и нормам через принуждение. Оно использует все, что делает города. Оно не производит ничего, оно использует города. И оно машина. Если город — это живой организм, то государство — это определенная машина, очень формальная. И государство всегда стремится редуцировать город до своей возможности властвовать или управлять. Вольные города для империи — это всегда было больное место. Они всегда вольные города подавляли. Ну, достаточно вспомнить, как Иван Грозный поступил с господином Великим Новгородом. И символический акт, когда вырвали язык у вечевого колокола, символа свободы Новгорода. И вот это вот сказать, что города, в смысле государства, не нужны, я не могу. Государства нужны. Но нужны некие формы взаимодействия, которые поддерживают друг друга, а не уничтожают. Сейчас сюрприз. Это первый тезис. Сейчас сюрприз сделаю. Вы когда про Киев сказали, я буквально позавчера нашел фотку аэрофотосъемки Киева в 1918 году. Немцы сделали. Ну вот, и вы пока говорили, я быстренько закинул в Грок, сделал ее как бы цветным. Там попросил Клод, чтобы он дал раскраску, которая была характерна для того времени. Готов? Давай. Это вот цветная фотография. 1918 год. Ботанический сад, вон университет слева. Да. Владимирский собор хорошо виден. А теперь дай раскраску. Вот видите, можно увидеть, как выглядел Киев в 1918 году. Так вот, ведь этот город, наверное, отличался, я думаю, существенно отличался. Это город Паустовского, Булгакова, начала 20 века. Он существенно отличался от того Киева, в котором была ваша молодость. Смотри, города много раз переосновываются старые. Меняются их основания, да. Мифы, все. Значит, одно дело княжеский Киев, другое дело Киев Магдебургского права, третье — имперский Киев. Причем очень нельзя сказать, что все, так сказать, хорошо. Киев был лишен Магдебургского права после аудита, который выяснил, что городская казна растрачена вперед на много лет. Тогда город сделали имперским городом. Но в
В конце XIX века в Российской империи был бум городов, появилась идея земства, городские думы и все. И когда совершилась революция, был же лозунг «Вся власть советом». Каким советом? Советом городским и этим волостным региональным советом. Оказалось, что городские советы абсолютно не хотят подчиняться центральной власти, и все, пришлось заниматься огосударствлением городов. Что было сделано? Например, в 19 году был Киев получено там, я сейчас эти документы давно смотрел, была рекомендация очень жесткая, которую, естественно, выполняли с центра, не выбирать в городское управление, в городской совет никого из бывших. Ни дворян, ни купцов, ни инженеров, ни военных, ни преподавателей. Было сказано, в городской совет должны войти пролетарии и бедняки, которые, естественно, не являлись горожанами, потому что в Киеве горожанами были только те, у кого был определенный ценз. Ценз имущественный и образовательный. Угу. Это те, кто могли управлять городом. Это первое уничтожили. Городом может управлять кухарка, ну как это было заявлено. Булгаков с натуры рисовал своего, собачье сердце с натуры рисовал. Да. Ну, еще въезд в квартиры, заселение. Да, уплотнение. Уплотнение, заселение, все это. Я вырос в коммунальной квартире, мне не надо про это рассказывать. Я тоже в общежитии вырос, так что. Да, еще один важный момент. Вот, когда я занимался городами, я узнал, что была книга такого Велихова «Городское хозяйство». Я начал эту книгу искать. Нет, следов нет никаких. И у меня был доступ в спецхран. Я мог получить те книги, которые, в общем-то, в спецхране ее не было. В спецхране библиотеки Академии архитектуры. Угу. Значит, я все-таки в итоге ее достал, а ее переиздали сравнительно недавно. Почему? Она была глубоко спрятана. Потому что это была книга, выпущенная в 20-х годах о городском самоуправлении, о городском бюджете и городском самоуправлении. В 29 году города фактически лишились самоуправления, забрав у них бюджеты в центр. Все, города потеряли самостоятельность. Потом все города, которые строились, они были государственные. Понятно. Причем как понимался город в советское время? Ну, я знаю это как... Значит, город — это была часть народно-хозяйственного комплекса, отвечающая за воспроизводство трудовых ресурсов. Вот основная функция города. Трудовые ресурсы. Города располагались все новые возле мест производства. Кузбасс, Криворожье, Запорожье. Это делались города, которые должны были производить. Вся индустриализация была так организована. Какие-то еще попытки обсуждать, какие могут быть города, продолжались. Самая большая дискуссия была по поводу Магнитогорска. Делать его в виде ленточных городов или делать его, как обычно, компактным городом. Значит, это называлось урбанисты и дезурбанисты. Те хотели вписать города в природу, это плотно. Победили урбанисты. Запорожье, завод проектировался на большом расстоянии от города. Предполагалось, что будет ходить поезд там или что, который будет возить рабочих на это самое. Но правительство сказало, что нет, завод должен быть в центре пролетарского города. То же самое было с Киевом.
Я помню эти заголовки, я смотрел эту всю прессу. Например, удалим буржуазные бородавки с чистого города Киева. Это о том, что нужно шпили, кресты, церкви, все вынести. Заводы вносили в центр города. Сознательно. Сознательно. Из Киева торгового делали... Киев же торговый город. Это его суть. Международная торговля – это суть Киева. Он так родился, как базар международный на Днепре, на пути из Варяг к Греки. То есть мы уже не мыслили город как самостоятельный. Город – это то, что государство делает и управляет. Есть такая штука – антигород, понятие. Оно редко встречается, мы на нем работали. Сам город себя перестроить не может изнутри. Но как всякая система, кардинально себя изнутри поменять не может. Нужна некая интеллектуальная организованность, которая может влиять на город, менять его, давать ему новые представления. Это были монастыри в самом раннем, потом университеты. Университет – это была мощнейшая форма развития городов. Она была порождена городом, и она развивала город. Университет имел обособленную юрисдикцию и территорию. Он не входил в город. Это до сих пор университетские вольности, когда вот в Южной Корее были студенческие бунты, полиция не могла зайти на территорию университета. Ну и во Франции тоже в 1968 году. Это у нас потом все это похерили. Да, такой университет порождал чиновников, юристов, все для города. Он же порождал и новые представления об организации города. И это было очень долго. Ведь университеты, которые создавались, допустим, в Российской империи, они были регионально заточены. Они имели миссию региональную. И, ну, допустим, Киевский университет, остановить католичество и сделать духовную крепость наряду с военной. Ну, Киевский укрепрайон, Киевская крепость. Да. А университет организовывал всю интеллектуальную жизнь того округа, куда он ходил. Он готовил учителей, он отвечал за учебные программы. В этом смысле он занимался городом. Ну, как в Харькове произошло, когда в начале XIX века построили университет, и туда профессуру перевозили, и они не особо еще хотели ехать, потому что Харьков был тогда провинциальным городком, но это повлекло фундаментальные изменения вообще. Да, но Харьков еще, когда создавали Харьковский коллегиум, записал в своих документах, что целью его превращения Харькова в интеллектуальный центр Юга России. То есть Харьков имел большие претензии, и университеты эти претензии довольно сильно удерживали. Или реализовал, потому что действительно был интеллектуальным центром. Потом центром. это стали как-то научные центры, научные городки, там все это появилось. А сегодня это корпорации. Сегодня города развиваются в основном корпорациями. И самый такой пример – это Гонконг. Значит, в Гонконге еще 5 лет, ну, когда вот была это, он пошел под юрисдикцию Китая, была концепция «одно государство, два мира», но тем не менее, и еще 5 лет назад это была и самая дорогая земля в мире. Там самый такой активный центр корпоративных отношений всего мира. Происходили сделки, там недвижимость стоила сумасшедшие деньги, офисная в центре Гонконга. В учебные заведения Гонконга очередь была записана, там в рестораны. Ну, в общем, это было самое-самое место на земле, можно сказать. Но город лишили свобод постепенно.
там закон о безопасности, потом придавили судебную власть в Гонконге, прессу, и корпорации начали уходить. Сегодня большая часть центральных офисов пустая, а остальные занимают корпорации Китая, государственные. Из мирового центра он превратился в региональный центр Китая. Корпорации ушли, все. Все осталось, недвижимость, все прекрасно осталось. Люди стремительно, молодежь начала переезжать в Сингапур и в Дубай, куда их с удовольствием брали. Город. Ну, что происходит с Киевом? Столичная функция Киева убила Киев. Это столичная функция, это вообще проблема по всему миру. Давно во многих странах создаются новые столицы, которые не совпадают с крупными городами. Бразилия, город Бразилия, новый, созданный великим архитектором Неймейером и все, это не Рио-де-Жанейро. Вашингтон – это не Нью-Йорк и не Чикаго. Веллингтон – это не Сидней. Астана – это не Алмата. Очень много по миру этого всего есть. Ну, Анкара, Истамбул. Отличаются. Ну, ведь Анкару сделали столицей, да. До этого был Стамбул. Почему это делается? Потому что если совпадает столица и город, во-первых, город теряет суверенитет. Потому что власть страны, свои мероприятия, свои ценности и все ставит выше, мешает городскому самоуправлению. Во-вторых, это гигантская нагрузка на центр города, где расположено. Недаром во Франции, ну, во-первых, сделали серию городов вокруг Парижа, 80-е, 70-е годы. Архитектор Бофил знаменитый делал часть из них. А все правительство, кроме дворца президента, сделали Дефанс район. И сейчас это споры. Ну, в Японии это было раньше вообще норма, там 3 или 4 столицы было. Но надо сказать, что и в Украине, даже последнего времени, Киев, ну, в смысле, до этого Чигирин, Батурин, Глухов, Харьков, только потом Киев опять. В чем проблема? Мы несколько раз проводили игру на судьбу Киева. И ставили вопрос, что будет с Киевом, если убрать из него столичную функцию. И все 3 раза, то, что мы проводили, мы получали один результат. Киев тухнет без столичной функции. Почему? Киев перестал думать самостоятельно. У Киева нет собственных программ и амбиций международных. Он почти не является мировым городом. Там в одних списках он есть, в других нет. А мировой город, там несколько критериев, в том числе это количество корпораций мировых, которые имеют офисы, это собственные программы и так далее. Оказалось, что Киев живет в основном за то, что он пилит бюджет страны. Как Москва. А? Как Москва. Да. Киев живет за счет бюджета страны, а не за счет собственных инициатив и собственных мыслей. Поэтому вопрос столицы
Он, конечно, почетный, но... Я поэтому считаю, что столицу надо вынести на юг. М? Я поэтому давно, с 20 лет уже говорю, с 2006-го, что столицу нужно выносить именно для того, чтобы спасти Киев. Нужно вынести на юг, создать абсолютно новый город. Ну, возле Чигирина можно что-то сделать. Бессарабия я хотел, Бессарабия. Ну, тут же вопрос еще логистики. Так вот, всю новую логистику, просто сразу вписывать логистику в мировые коридоры, эти как бы европейские. Да. Вот. Значит, понимаешь, что происходит еще? То, что люди вообще не видят. Принципиально меняются формы, как это сказать, рабочие инструменты, за счет которых видят и преобразуют город. Если там когда-то в древности это были подобия, образцы, подобия, там гиподамовая система в одних случаях, там, в общем, образец какого-то, или римский лагерь. А потом это с периода Возрождения это стало проективное мышление, преобразование проекций, проекты, и города мы знаем в основном в этой идеологии. А сейчас идеология потоков, потоки информации. Прежде всего, концепция города как потоки информации и информационное поле был создан Майером в 60-е годы, в конце 50-х, начале 60-х годов. В 1968 году я с своими друзьями получил лауреатство всесоюзное за проект за концепцию динамичного информационного города. То, что сейчас называют этим самым Smart City. Угу. Я ж тогда был еще молодой, дурной, думал, что город — это машинка, и ее можно свести к потокам информации. Но сейчас не в этом дело. Сейчас в том, что поверх реальных городов, в кавычках, начали формироваться виртуальные города и виртуальные сети. Мы лет 10 назад с Чудновским и друзьями сделали такую игру «Виртуальный город». Оказалось очень увлекательно. С нами работал программист классный Лейкин из Полтавы, сейчас он в Польше. Значит, мы придумывали жизнь в этом городе. Он делал под эту программу. Город был построен на идее не обмена дарами, причем дар — это то, что взяли, а не то, что ты дал. Значит, и потом, в чем это, что мы поняли? Что виртуальный город воплощает то, что я не могу сделать в реальном городе. Вот реальный город медленно меняется, а какие-то изменения быстрые можно сделать в виртуале. А самое интересное началось на отношении виртуального и этого города. Там, к сожалению, инициатор этого всего внезапно умер, и у нас проект заглох. Но мы получили вот это представление. И мы даже пытались виртуальную Украину рассмотреть как то, что дополняет то, что есть. Но, по сути, весь мир становится одним вселенским виртуальным городом. Он оторвался от территории. Кто там живет? Вот в виртуальном городе кто живет? Все живут, кто туда входит. Они живут и там, и там. Виртуальный город дополняет мое место. Но в связи с тем, что сейчас можно не в самом Киеве сидеть, а в селе и участвовать между... Это размазалось вообще по всему земному шару. Оно только формируется, еще про него, но оно уже действует, потому что виртуальные связи все формируют отношения.
Вот Бауман, знаешь Зигмунда Баумана? Ну, да, ну, конечно. Да. Он когда-то заявил, сейчас я его... Была неразрывная связь между властью и государством, народом, горожанами и территорией разрушены. Власть не хочет и не может брать ответственность за народ и территорию. Народ не признает власть и отрывается от территории. Территории стремятся к освобождению от власти и населения. И как можно в этих условиях сейчас мыслить? Вот эти текучие формы города. К чему я это все рассказываю? Война закончится. Сейчас, естественно, никто не будет ломать государство, никто не будет это все делать, это бессмысленно. Но ситуация в чем? Нынешнее государство не принципиально не соответствует новым формам мысли и расселения. Его нельзя перестроить, его не надо ломать, его перестроить нельзя. Поэтому нужно создавать одновременно другое представление о стране. Я очень четко разделяю город-страну. То есть не город, а государство и страну. У нас почему-то отождествляют. Это совершенно две разницы. Это большая разница. Как и город, над страной может быть много государственных надстроек, а может и не быть. Да. И что мы будем после войны делать? Там же еще одна штука произошла, про которую просто не знают. Мы живем в остатках так называемой единой схемы расселения Советского Союза. Она была создана, она действовала. По этой схеме были организованы все коммуникации и функции городов по всему Советскому Союзу. Мы отрезались от Советского Союза, но все осталось в пределах той схемы. А сегодня вообще какое будущее у Харькова? Его миссия быть узлом связи пропала. Харькову нужна другая миссия, другое. Угу. Это Леша Копычко эту тему поднимал не раз. Да. И это по всем практически городам. Плюс, если мы хотим войти в будущее, понятно, что нам нужно отказаться. У нас же что в Украине страшное? У нас признана законной одна форма организации города, муниципальная. Ты не можешь организовать никакое поселение в другой форме. Угу. Корпоративный город, например. Корпоративный город, университетский, частный город, частный, да, как университетский город, монастырский город. В Речи Посполитой была куча частных городов. Да, так по миру частные. Вот корпорации сейчас создают свои города, крупные корпорации. Это и раньше делалось. Университеты создавали, корпорации создают университеты и создают города. Потому что смотреть на опыте Советского Союза, когда они делали государственные города, они изменили, кто может управлять городам, и полностью почти сменили учителей. Я делал докладную записку об образовании в 20-е и 30-е годы советском. Практически никого из гимназических преподавателей не осталось. Очень малый процент. Все были из рабфаков заменили. В университетах не так трогали. Там было понятно, что так просто не заменишь. Угу. А в школах заменили очень сильно. И теперь вопрос. Вот у меня, который меня мучит давно. Города – одно из самых сложных
форм организации человечества. Почему в школах нет о них ничего? В эконом-географии курсах школьных есть немного про города, в основном про их экономические функции. Но в городах надо жить, надо становиться горожанами. Горожан все меньше, значит, надо их сделать, если города хотят выживать. Вот сейчас в Александрии очень активный там есть человек, Панибратенко. У нас в Александрии, Да, который в у нас в Кировоградской области. Александрии очень активно идет процесс создания горожан. Они это сознательную программу делают. Школу горожан. И в свое время, в 30-е годы, началось краеведение. Была большая группа людей, которые занималась историей, местной историей, городов и так далее. Тогда Анциферов написал книжку «Душа Петербурга». Их всех расстреляли. Государству не нужна память, которая не укладывается в память государства. Вот ты посмотри, память Киева и то, что делает Институт национальной памяти, это две разные памяти. Пантеоны принципиально отличны, но государственный как бы выше. И он подавляет пантеон киевский, или пантеон харьковский, или тем более одесский. Это вот идея единой национальной культуры, это же миф. Есть украинская культура, которая является соотнесением многих городских и сельских культур, а не тем, кто отобрал нечто универсальное. Ну вот с одесской памятью что вытворяют? Это город с очень оригинальной памятью, очень много тех, кто прописывал, те, кто были, если вы с этими гениями места, кто говорили от имени города. Вот в Киеве, например, Гоголь, Булгаков, господи, старый человек вдруг, любимый поэт вылетел из головы. Кого? Любимый поэт кого? Ваш? Мой киевский. Это патология уже. Братья. Ну, в основном переводами занимался наш... Ладно, вспомнится. Киев с левого берега, и вот для меня самое лучшее стихотворение. «И золотом цвяховано блакить». Понятно, что Одесса делалась... Зеров? А? Зеров? Да, да. Их два брата. Да, вот. Михаил и Николай. Да, Николай, я его очень люблю, знаю, но вот старый стал. Но еще одна есть для меня трагедия. Вот Рем Колхас, это мировой архитектор знаменитый, много строил. Он выдвинул концепцию мусорного пространства. Он говорит, что нынешний город, в нем основная, то, что сосредотачивает идею города этого времени, какое-то время храмы, какое-то время вокзалы, сейчас молы. Он делает молы, делает город, и он говорит, что города превратились в инфраструктуру торговли, и создано мусорное пространство, как он называет. Это пространство, не имеющее структуры.
Вот все эти, чему меня учили, чего я учил про композицию городов, про их структуру, про все уже уходит. Вот посмотри вокруг Киева. Я езжу, 5-7 высоток, торговый центр, и вокруг них опять пустота. Потом через какое-то время опять несколько высоток, торговка и все. Это уже не город, это повторение каких-то отдельных единиц, без замысла, без ориентации, без композиции. Когда-то Гутнов и Лежава были такие два молодых очень тогда прогрессивных архитекторов, мы были друзьями. Они написали книгу, сделали проект, написали книгу «Новый элемент расселения» НЭР. Эта книга была издана в Италии, это был большой скандал. Советские архитекторы опубликовались в капиталистической стране, но идея была поддержана. У них была идея, что вот можно сделать такую замкнутую единицу, в которой все, что нужно, есть. И вот такие единицы, связанные дорогами и помещенные в природу, это и будет советское расселение НЭР. Сейчас это реализовано, только уже без как попало, можно сказать. То есть мусорное пространство, а город является мощнейшей образовательной средой. Меня сделал Киев, я это точно знаю. То, что я там получил потом в аспирантуре и так далее, это все то, что было положено на ту основу представления мира, которую я получил в Старом Киеве, где вырос возле Софийского собора. Меня он сделал. А что сейчас делает город? Каких он людей делает? Что вы думаете, что он их не делает? А почему вы думаете, что он их не делает? Нет, он делает, но вот с этой мусорной, ну в кавычках, с этой безосевого восприятия. Ну, вот смотрите, я жил в Буче перед войной там, да? Ну, Буча, Ирпень, хорошо как бы знаете места, и Киев, естественно, как бы прекрасно знаю. Вот что изменилось, когда появилась лавина, большой мол, да, на Берковцах там? Изменилось очень много, потому что у жителей Бучи и Ирпеня, и вообще вот этой всех прилегающих территорий, исчезла мотивация ездить в центр. Там ты мог удовлетворить свои потребности, посмотреть по рестораны, все такое. Вот, и это стало таким мощнейшим центром притяжения, потому что, возвращаясь из центра Киева, мы, как правило, туда заезжали, там ели, что-то делали и так далее. Но это, значит, привело к тому, что, допустим, развлекаться ты мог или отдыхать, ты мог в Ирпене или в Буче, потому что там прекрасные парки, отличные парки, ну, как бы там зелень, все такое. Вот. И там есть своя атмосфера, которая, ну, как бы не присуща Киеву, да, то есть в комьюнити, которых вы все друг друга знаете, то есть Буча 50 тысяч населения, допустим, перед войной. Мы пользовались, например, одним и тем же таксистом, которого лично знали, он приезжал за ребенком, отвозил его в школу, как бы там, да. Или ты приходил после пробежки там, в какой-то магазинчик, и тебя все прекрасно знали, давали тебе уже все кофе, там, что ты хочешь там, и так далее. И это создавало такой прекрасный микроклимат, который делал их особенным местом для жизни. Конечно, конечно. Город был структурирован. В Ирпене, кстати, опять же, в Ирпене есть мировая величина, которая там жила очень долго. Носов, который написал «Незнайку», был парк Незнайки. Это, недавно я выяснил, что Носов по объемам переводов и тиражей
русскоязычной литературе на 3-м месте после Достоевского и Толстого. Серьезно? Да. Он переведен на 150 языков. Офигеть. Незнайка оказалась, но городские власти и парк Незнайки уже как бы это уже не наш. Угу. Дурачки. Да, ну ты понимаешь, мы опять ушли в сторону. Я ж, извините, я просто с удовольствием с этим но я же хочу сказать очень важную идею, которая меня волнует. Украина не получит никакого достойного места в мире, если не будет думать о том, как она организует свою жизнь на своей территории и в мировой сети. Ну, это очевидно. Но я просто хочу... А кто об этом думает? Вот смотрите, я просто о чем хотел сказать, что все равно вот каждый раз возвращаясь в Украину, ну, я много где был, в десятках странах был, там, скажем, там, да, я все равно хочу вернуться в Киев, да. Потому что, несмотря на те изменения, потому что я приехал в 2000 году, 31 декабря 2000 года, хотя там мы тут жили, родня моя жила и раньше, как бы там, да, вот, и мы приезжали. И я не застал тот Киев, который, ну, во всяком случае, я его застал, но его, типа, детская память, я его плохо, как бы, помню, там, да, я застал уже другой Киев, там, 90-е, нулевые, там, и так далее. И, конечно же, этот Киев отличается от того, что там есть сегодня, но все равно у него есть свое лицо, и у него есть свой сумасшедший шарм. То есть я нигде больше не хочу, я хочу жить здесь, мне нравится. Да, вот. Этот шанс есть, но его все меньше и меньше, потому что Киев не думает своим будущим, собой. Генпланы Киева заказывают все время якобы зарубежным компаниям. Вот последний генплан, который был, значит, мы договаривались, что мы будем делать идеологию города, его перспективы. Потом бабах, переиграли, делали этот самый Price Waterhouse, который вообще не градостроитель. Угу. Что они предложили Киеву в качестве его миссии? Угу. Стать нормальным европейским городом. Он уже является больше 1000 лет нормальным европейским городом. В Киеве находится самая старая сохранившаяся улица Европы. Ты это знаешь? Отрезок от Андреевской церкви до Большой Житомирской самая старая сохранившаяся улица в Европе, которая не поменяла. Да. Мы европейский город, нечего нам принижаться. Но даже нет установки войти в сеть мировых городов, а войти в сеть мировых городов надо с чем-то. Там размер не играет, там играет твоя роль в общем дополнительности городов. Кто финансовый центр, кто центр свободного времени, кто образовательный, а с чем Киев войдет? С чем Украина вообще войдет? Киеву на самом деле много с чем может войти. Может. И входил с кухней, с ВПК сейчас, с прекрасным... Да у нас много чего есть. Да. У нас наш фастфуд один из лучших. Лучший вообще. У нас рестораны, может, не равняются с французскими этими, но они лучше. Я тут не утверждаю. Я вам просто говорю, они лучше. Они лучше итальянских. Причем итальянские рестораны в Киеве лучше итальянских ресторанов в Италии. Да, так что я же люблю Киев, я знаю, что, но мне Киев не думает о своем будущем, и ему не дают и нечем думать. Что с Харьковом будет? Что с Одессой делают? Какие новые города строить? Ведь нам нужно, чтобы в одних местах были старые города, в которых можно жить медленно, и должны быть технологические центры, где молодежь кипит, и все это. Нельзя равномерно в одной модели строить. Конечно. А у нас одна модель. Поэтому я говорю, что нужна новая столица, чтобы Одессу вытянуть и сохранить, и вытянуть. Не только Одесса. Нужно для того, чтобы не мешали городам думать
иметь свою память и свою культуру. В чем у меня вот это города и государства? Государство должно использовать это как ресурс, а не подавлять к созданию единой модели, единого мифической культуры. Ну, как большевики. Это же чисто большевистские как бы. Ну, мы продолжаем. Во-вторых, слово «нация», идея нации, откуда она пошла? Ну, со времен французской революции. Нет. Нациям называли студенческие землячества в университетах. Нация – это землячество. Угу. Это люди, которые соединились по признаку общего проживания, а не общей крови или общего языка. Землячество. И я в этом смысле, я киевлянин, у меня есть как бы киевское землячество. Я люблю Украину, я по ней ездил. Страну люблю, с государством у меня отношения сложные. Оно надо, но его надо какое-то государство, которое думало. Пока не будет ценза тех, кто может думать за город, за государство, ничего не будет. Идея всеобщего равного доступа является красивой в идее, но разрушительной по сути. То есть за какую-то аристократическую более модель, там, меритократическую? Нет, компетентностную. Независимо от твоего происхождения, статуса, там, всего прочего, ты компетентен выполнять там экспертную функцию или стратегическую, или некомпетентен. Но мы же сделали эту конституцию, где это расписано. Угу. И институцию. И институцию. Вот о чем я пекусь. Ну, я уже не увижу многого, чего произойдет. Но я пекусь сегодня, между прочим, последние 3 дня в Баку происходит международный форум по архитектуре и градостроительству. Угу. Это год архитектуры и градостроительства. Там я вот слушал Алиева, как он с гордостью рассказывал про Баку. Я там был недавно. Действительно, Баку очень сильно преображено. Да. Дороги сделаны под гонки автомобильные. По Баку есть трассы, по которым могут совершаться Формула-1. Угу. Набережная – это 15 километров. Вот эти центральные... Кварталы переделали по европейскому этому. Просто взяли, да, выкупили вообще целые кварталы архитектуры. Они этим занимались. В Украине же вообще уже сколько десятков лет ни одного нового города. У нас уже нет опыта делать новые города. Причем новые города на других основаниях. Конечно. Сейчас в мире это происходит. И там есть и большие достижения, и большие провалы. Ну, ты знаешь, этот самый город Неом, вернее. Неом, да. Неом. Такой же город делают в Алжире и в Египте. В Индии пытались сделать новый большой город. Вложили 20 миллиардов. Они думали, что они создадут город, куда поедет молодежь. Технология, и это будет центр развития Индии. Нифига не вышло. Они не ответили на вопросы, зачем туда люди будут ехать, за счет чего будут жить, почему нужно бросить. Все и ехать туда. Да, в общем, он стоит на четверть заселенный. Ну, тоже как у китайцев куча этих городов новых. Которые... Китайцы не знают, как 500 миллионов крестьян сделать горожанами. Ты знаешь, какая у них идея была? Начать повсеместно обучать древней китайской литературе сложной, чтобы воспитать у крестьян
сложное мышление, годное для жизни в городе. Мгм. Город – это сложная форма мыслимости. Почему я говорю, что жить в городе надо учить? Для того, чтобы ты стал горожанином, и ты мог использовать город для своего свободы и своего развития. Ну, какое-то нужно место в Украине, где разные люди свободно обсуждают, и это не впустую. Мы создали Киевское стратегическое сообщество. Где-то 150 человек 1,5 года обсуждало будущее Киева. Мы сделали концепцию развития Киева. Я ее докладывал в администрации Киева на 1-м этаже. Никто из властей Киева не спустился посмотреть, никто не поинтересовался. Потому что жлобы. Потому что жлобы. Но просто нужно место, где делалось вот это видение Киева, и это было не пустое. Да, но помимо всего этого должна быть смычка с людьми и власти, которые создают необходимость этого, потому что они находятся в таком же мировоззренческом круге, как и вы. Я боюсь, что здесь не во властях дело. Во властях, потому что если ты в управленческой позиции, у тебя есть ресурсы, и у тебя есть понимание того, что это нужно. В данной модели организации государства, да. Да. Но эта модель уже не может обеспечить вот это свободное перетекание, свободное участие Украины в вселенском городе, достойное место. Так это в любой модели, потому что если нет субъекта, который понимает, почему он свои ресурсы так должен для частного города, для корпоративного города, для любого типа города, как бы, он должен направить их туда, то, соответственно, любые светлые деньги никуда не полетят. Должна быть смычка интеллекта и капитала. Конечно. А власть здесь при чем? Так это и рождает власть. Нет, это не власть, это управление. Нет, так это рождает Давай власть. различать власть и управление. Я различаю, как бы, там мы тут с Дацком тоже спорили. Я про то, чтобы управление было. Просто если вы создаете частный город, то вы не только управляете в этом городе, вы имеете и власть в этом городе. Почему? Потому что вы определяете, что вам приемлемо, а что неприемлемо, не исходя из критериев управления, а исходя из критериев своего мировоззрения. Значит, Уолтер Дисней создал частный город. Не Диснейленд, а частный город на 20-30 тысяч от корпорации Дисней. Он заложил несколько правил. И отошел и сказал: живите. Эти правила нельзя менять 20 лет. Через 20 лет, пожалуйста, поменяйте правила. Прошло 20 лет, они сказали, что они будут продолжать жить по этим правилам. Они там чего-то, всего несколько правил, а там вокруг них нарастают обычаи и все прочее. Он там никакой власти не имел. И что? Но живет город. Он живет под зонтиком какой власти? Зонтиком власти Соединенных Штатов Америки, которые защищают его безопасность. И это другой вопрос. Это ключевой вопрос. Потому что если вы не решаете вопрос безопасности, вы не можете развиваться. Про безопасность тоже вопрос особый. К сожалению, Тарас ушел, и его концепция замены безопасности на понятие безопасности, на понятие иммунитета, защиты через иммунитет, он издал, но я теперь не знаю, кто в состоянии эту идею поддержать и развить. Она является очень важной. Вот несколько раз сделал идей. Ну, например. Вот возьмем пример, который перед глазами. Дубай, Эмираты и так далее, все, что происходит сейчас в заливе. Как? У них система иммунитета не простроена была. А как она могла быть простроена? Ну как? Без какой-то субъектности, которая его закрывала. Своя собственная, либо внешняя. В условиях, когда рядом находится субъект в лице Ирана очень серьезный, у которого есть свои планы на эти пространства и на эти ресурсы. Я не буду сейчас сдаваться
этот вопрос. Я просто практическую плоскость хочу выйти, чтобы Я понять, как говорю, это работает. Я практическую, с теми, кого договариваться одни отношения, с теми, которым не договорился, конечно, война, и надо быть готовым к военным столкновениям. Никто же не говорит о пацифизме. Ну, так это всегда ключевой вопрос. Кто возле тебя договороспособный, а кто просто хочет видеть в тебе еду, которую надо сожрать. Да, но это все вопрос иного образования, иного сознания, о чем надо говорить и о чего надо делать. И опять это вопрос образования. Между прочим, в этом НИОМе они для того, чтобы проработать концепцию образования для него, собрали узкий круг специалистов со всего мира, где-то 20 человек из всего мира собрали и обсуждали. Ну и пришли к некоторым выводам. Первый вывод: никаких учебных отдельных высоких заведений, сложная образовательная среда. Надо делать среду, а не учреждение. Это то, что я тоже все время говорю. Второе: они были представители, в том числе крупных компаний, все. Никаких технологий в образовании. Образование строится на развитии самого человека, а не на умении пользоваться технологиями, что является вторым дополнительным шагом. То есть они думали про это. Но, Владимир Африканович, вы все, что вы говорите, иллюстрирует то, что я вам говорил. Там есть субъект, Бен Салман, под эгидой которого это все происходит. А кто говорит, что не нужны люди, которые с энергией и мыслями? Я что, это отрицал когда-нибудь? Не, я просто говорю, что оно всегда все летит, когда сочетается наличие воли, власти, интеллекта и капитала. Вот там, я же ездил туда, не в сам НИОМ, там, где они это все разворачивали, они только начинали это делать, но мы были в Аль-Улле, регион, который они рядом позиционировали как туристический. Я тебя понимаю, в Украине нет корпораций. Нет в Украине корпораций, настоящие корпорации, которые строят будущее, университеты, города и так далее. Нету соответствующих интеллектуальных программ для инвестиций. И нету воли все это делать. Вы знаете, что Firepoint выкупил самые дорогие лаборатории для того, чтобы украинским университетам дать возможность, базу, на которой отработать всю теорию. Ты меня извини. Как и это государство, так и эти университеты изменить уже нельзя. Надо делать новые. Нет, я абсолютно согласен. Но я просто к тому, что идет движение в этом направлении. Ну, слава Богу, никто же не говорит, что все, есть же надежды. Есть надежда, но для этого надо думать. И надо, чтобы люди понимали, люди поддерживают что? Они почему-то считают, что все изменится через технологии и экономику, а не через мысль, образование, интеллект. Надо, чтобы люди увидели это. Они увидят это, когда это будет выстроено. А выстроено будет только когда люди, которые это понимают, они это начнут разворачивать, отталкиваясь от возможности этого реализовать. Да нет, то дело не возможности. Возможности делаются. Возможности делаются. И Украина может Украина же имеет это умение строить самодвижение, волонтерство. Это есть нашим капиталом. И, соответственно, здесь заложена возможность иных форм проживания, иного расселения.
а не в министерствах и в Раде. Но все равно так хочется говорить про город. Вот я сейчас прочитаю Мандельштама. Мне кажется, что это самая лучшая иллюстрация. Пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренной, но не город Рим живет среди веков, а место человека во вселенной. Им овладеть пытаются цари, священники оправдывают войны, и без него презрения достойны, как жалкий ссор, дома и алтари. Я вон про Киев в свое время написал, что Украина без Киева, что я без Киева, что мы можем понять. Ведь Киев — это бездонная, как это сказать, источник мифов, мыслей, идей. Город, как вот говорили древние, это не башни и стены, а собрание благородных мужей. Благородных в смысле делающих благо. Не знаю, я в этом плане все равно оптимист. Потому что здесь действительно огромное количество, несмотря на миграцию, несмотря на войну и так далее, есть огромное количество мыслящих людей, которые мыслят широко и глобально, но при этом остаются киевлянами там и хотят здесь жить, и живут здесь. Слава Богу. Слава Богу. Надо же иметь надежду, что это во что-то может. Да, и дискуссии есть такие, что... Где, покажи. Есть дискуссии. По поводу вот всего этого размаха, о котором вы говорите, есть дискуссия. Я как-то не встречал. Я вас как-нибудь заведу. Я вас как-нибудь заведу. Серьезно говорю. Нет, но мы много этих дискуссий затевали, и их следы я вижу. Так я вот о дискуссиях, где есть капитал, где есть люди с капиталом уже, которые смотрят на Украину не как вот эта быдломасса, которая, как эти чиновники, которым вы дали концепцию, а они даже не понимают по поводу чего, потому что оно быдло смотрит туда и думает, где там, почему там нет земли, которую можно своровать, чтобы потом можно было продать застройщику, который возведет очередную высотку. Конечно же, вы с ними не можете найти общий язык, потому что это просто тупорылые твари. Ну, я не знаю, вот смотри, опять начинается, населения нет, будем завозить мигрантов, то все. А почему не подумать о том, чтобы город и страна жили таким образом, чтобы мигранты не нужны были? Думать головой. Да пусть едут мигранты. Если люди добровольно едут, потому что им хочется там жить, это же говорит о жизни насилия. Ну, это понимаешь, Германия и Великобритания уже не знают, что с этим делать. Так они просто просто в своей модели допустили прорехи определенные, в том числе и сознательные, которые привели к этим последствиям. Ну, например, Швейцария знает, что ей делать. Ну, у них четкий ценз, они смотрят, кто им нужны, если ты им не подходишь, там создаются такие условия. Ну, так они же массово не завозят, они же очень дозированно. Они рационально подходят к тому. Конечно, они дозированно делают. Так многие государства так делают, и Сингапур так делает, и саудиты так делают. Ты идешь по Эр-Рияду, а там встречаешь филиппинцев и начинаешь с ним спрашивать, а как вы живете? Да, но тут же есть одно, они знают, зачем они туда едут. Да. Мы же еще не ответили на принципиальный вопрос, зачем мы живем вместе. Так проблема, я же поэтому говорю, что проблема не в мигрантах, а проблема в головах, в которых рождаются. Здесь я с тобой соглашусь, вы же просто понимаете. Просто их
мигранты нужны тогда, когда понятно, зачем они нужны. Конечно. Так, Но пока же этого поэтому, нету. так поэтому мигрантов сейчас не нужно бояться, потому что они не приедут сюда. Они же не идиоты. 9 тысяч человек всего заехало за все это время. 11, из которых, я уверен, большая часть это наемники, которых взяли в ЗСУ. Вот и все мигранты. Нет никакой миграционной волны. Нет, по Украине пока еще нет. Да, конечно, нет. В Украине нам нужно понять, что нам делать с внутренней миграцией. И с нашими уехавшими, и зачем они вернутся сюда. Они сюда не вернутся 70%. Да, если не Потому что у будет, них нет ответа на этот вопрос, который вы говорите. Если будет здесь движуха осмысленная, вернуться. Вернуться, так поедут все. Ну, все и государства, и города могут сепарировать. Как сейчас Барселона, допустим, говорит, мы не хотим, чтобы было такое количество туристов, потому что они мешают нам жить. А с другой стороны, они живут, у них получается как бы противоречие, потому что они так живут, потому что у них такое количество туристов, которые приводят миллиарды долларов. Ну, потому что туризм тоже уничтожил дух места и инициативы. Все доведенное до чистого потребления уничтожает все смыслы и содержание. Архитектуры уже больше нет. Есть дизайн. Архитектура, она была ориентирована на связь человека, земли и неба. Дизайн ориентирован на потребительские качества и рынок. Архитектура уже никому не нужна, если это не особое действие человека, который понимает, зачем ему архитектура. Сейчас просто пытаюсь как бы... Я не был бы сам собой, если бы не пытался как бы найти зацепку, которая как бы поставила под вопрос. Да, то, что Союз архитекторов уничтожен сознательно властью, потому что он мешал застройщикам свободно распоряжаться Киевом и другими городами. Так это все об Украине. Я сейчас об Украине. Все, я просто думал, что вы про мировой контекст, и я уже хотел критику. Нет, я сейчас про Украину. Все. Я все-таки болею за Киев, за Украину. Я просто понимаю, что мыслить надо миром и космосом, потому что иначе уже невозможно. Оттуда надо смотреть на Киев. Как из Киева, это встречное движение. Надо смотреть с неба и от земли. Так я поэтому говорю, что Киев очень привлекательное место. Конечно. Для иностранцев, которые здесь бывали, вот даже во время войны, там норвежцы, прекрасное место. немцы и так далее, как бы они говорят, что закончится война, мы сюда с удовольствием переселимся жить. Потому что нам очень нравится здесь. Но вон в Итачеве Финн сделал зону отдыха прекрасную. Это дай бог. Потому что любой человек, который ездил по миру, более-менее, как бы достаточно, чтобы увидеть и Азию, там, и Америку, и Европу, он понимает, что это действительно очень хорошее место для жизни. Очень. Несмотря на все наши дебилизм, который нас бесит. Если Киев опять станет международным, мировым, многоязыковым, многоэтничным городом, все поедут. Так он и будет таким, он обречен на это. Это все пена, приходящая. Пена, да. Между прочим, в Гонконге тоже очень важное было обстоятельство. Гонконг говорит на кантонском, да. а государственный мандаринский. Да. И начали насаждать в Гонконге государственный язык. Это тоже сыграло. Так там несколько другая ситуация, потому что там налицо имперская сила, которая просто как бы настолько превосходит по своему потенциалу Гонконг, что он не может сопротивляться этому. Естественно. И это изначально было предопределено. И все, корпорации ушли мировые, он перестал стать мировым центром. Гигантское количество инвесторов разорилось, потому что аренда с этих дорогущих офисов больше не платится.
Они брали деньги в расчете на те высокие цены. Ну да, так же, как и в Дубае сейчас, такая же ситуация. Ну, Дубай им тоже нехорошо. Да. Ну, так это же просто, ну, как раз для нас установка, как не нужно делать, и там, сохранив государственность, мы, в принципе, можем многие вещи позитивно эти все развить, которые у нас есть. В общем, если бы была настоящая дискуссия о расселении Украины, о ее будущем, о Киеве, о столице, о Харькове и Одессе, и Львове там, и других городах, о новых городах, которые нужно построить. Да. Как послевоенное, мы же не можем восстановить то, что было, даже Так если захотим. Надо. И не надо. А что взамен? Взамен новое надо строить. Я же поэтому говорю, что нам нужно, чтобы у нас было несколько глобальных городов. Нам нужна новая столица для того, чтобы разгрузить Киев от этого всего, как бы это то, о чем вы говорите, и дать ему новую миссию. Да. Вот. На Одессу нужно как бы с новым городом этим связать, который должен там километрах 50-70 строиться в Бессарабии, на берегу, для того, чтобы, для того, чтобы сразу другой уклад был, чтобы ты сразу строил как бы в новом технологическом укладе это все. Да, мы делали предложение для Мариуполя в свое время, параллельный Мариуполь, идея двойной звезды, как у нас называлось. Да. Это... Вот видите, я не архитектор, но я мыслю в такой же логике. Не градостроитель. Потому что логика просто в этом направлении двигает, что ты должен переформатировать логистику другую создать. Потому что, например, вот такой город глобальный на юге нужно сразу будет увязывать на коридор Гданьск, Варшава, Львов, Одесса, Стамбул туда, кольцо. Но это вот потоки, о которых я говорил. Конечно. Проектируется поток. Да, проектируется поток. А в нем есть зоны разные. Конечно. Потом нужно придумать, как агломерацию Запорожья, Днепра, Каменска, как ее развивать, потому что это тоже одно целое на самом деле. Да, но смотри, там тоже вот Чудновский про это много говорит. Различать агломерации и ассоциации городов. Агломерации, они строятся по необходимости, ассоциации по интересам и по дополнительности. Им это все нужно объяснить. Например, почему нельзя создать Большой Киев? Потому что он мыслится с административным центре Киева и подчинении всех остальных Киеву. Он не мыслится как свободный союз свободных городов. Так это больше по-другому не могут. Местные и киевские, они ж, понятное дело, что они находятся в этой рамке, но опять-таки это все текучее. Это все текучее. Это вопрос оплодотворения идеями людей. Оплодотворение через... Ладно, я уже старый, оплодотворять не могу. Ничего, мы подхватим ваше знамя. И вырастим новое поколение оплодотворителей. Ну вот я бы, конечно, считал, если бы нашлись спонсоры, которые сделали бы урбанистическую школу, не для... Там, где были на равном и дети, и взрослые, и профессионалы. Я имел такой опыт. Я был модератором в урбанистической школе, где большая часть студентов, ну все имели выше уже, это школа урбанистики была, были не архитекторы, были несколько, а в основном социологи, психологи, предприниматели. И они мыслили совершенно по-другому, чем архитекторы. Интереснее во многом. Я тут не хочу архитекторов поднимать. Нет, так понятно. Это же как уличное телевидение создавали, когда мы были. Там же никого не взяли, в 99-м году никого не взяли с телевидения, потому что взяли всех вообще внешних людей. И проект же интересный получился, потому что оттуда блестящая плеяда людей вышла, которые расползлись по медике, по консалтингу, по управлению. Да, я, конечно, бы пока еще жив и не совсем потерял память, я бы, конечно, еще вложился в такую школу. Угу. Чудновский пока еще есть десяток человек, которые могут это все запустить. Могут это поднять. Нужно сочетание молодежи и опыта профессионалов старых. И капитала.
Ну, конечно, без этого оно не будет. Я дважды начинал проекты урбанистической школы. В один раз кризис 2008 года, потому что заказчик был риэлтор, разорился, естественно. Второй раз тут мы недавно в Союзе архитекторов, но никто не поддержал. Ничего. Ничего. Это, я думаю, что даст Бог, или кто там, высшие силы всякие, и наши человеческие усилия, и это все делаем. Но я надеюсь на Киев. Я всегда надеялся на Харьков и Одессу. В меньшей степени почему-то на Донецк, хотя Донецк, конечно, тоже сила был. Днепр. Как это соотнести проекты этих городов, поднять. Вот это вот нужна урбанистическая некий центр. Да, и новое планирование, как бы Программирование скорее. программирование регионального развития, где городская вот эта вся как бы... А тут должно быть сочетание локального и вот этого поточного мирового. Да, ну, 100%. Но это так мыслить надо. Конечно. Там другие модели, другие языки совсем. Поточный язык отличается от проектного. Ну ладно, это все. Не, 100%. Так и, ну, потому что я вот, допустим, еду там через Луцк, Ровно, Ковель, я понимаю, что их нужно развивать вот как один кластер, как бы там, чтобы они между собой не конкурировали, потому что они там конкурируют определенно. Где конкурировали, где дополняли. Да, где-то дополняли, да. Ну, ладно, я думаю, что мы отдельно сделаем. Тут пишут, что вы приглашаете Чудновского по управлению властью, будет хорошим продолжением темы городов. Я думаю, что у нас будет еще продолжение вот именно про региональное развитие в связке как бы с городами, об этом надо подумать и дать такой хороший выхлоп. Я, понимаешь, я бы, конечно, еще сделал, если народу интересно, про содержание, смысл города. Конечно. Давайте. Хорошо, но меня вот, понимаешь, сейчас интересует следующую тему, если мы с тобой продолжим. Я хотел бы все-таки про человеческое время, потому что я сегодня про это вскользь сказал. Каждый город порождает свое время. И это является строительным материалом, содержательным. Но про это мало кто говорит и понимает. Давайте поговорим об этом. Я в принципе понимаю, что вы говорите, потому что... Это не физическое время, это человеческое время. Там есть социальное, персональное, много каких видов, но есть и киевское время, например. Я в Дамаске такой вайб поймал, вот то, о чем вы говорите, я, по-моему, рассказывал. Когда 1 января 2008 года там гулял по старому городу, зашел в такие трущобы, вот, и познакомился там с сирийцем. Он мне говорит, пошли типа погуляем. Ну, мы с ним там гуляли. И котов покормили там в заброшенном каком-то дворике, у них там целая куча котов была. Он говорит, пошли ко мне домой. Я говорю, ну пошли. Я думаю, что мне еще делать? Пойду посмотрю, как они живут. И в общем мы заходим в такие трущобы, ну просто реально трущобы. Я думаю, куда иду вообще? Только что в Киеве был. Мы заходим в трущобы, и тут хоп, внутренний дворик римский. Стоит римский фонтан, настоящий, как бы там, да, я на это сразу хопал, думаю, ничего себе, они в каком месте живут. И дальше мы залазим в буквальном смысле в такое убитое помещение. Там сидел такого наркоманского вида еще один кент его, который смотрел ливанское телевидение. На такой как бы проволоке, как бы это все дело было. Там стоял чайник, кипел, и он говорит, ну заходи. Я думаю, ну захожу. Сели и сидим. Этот смотрит ливанское телевидение, этот говорит, ну что, сыграть тебе?
Я говорю, в смысле? Говорит, на флейте. Я же учитель музыки. Я говорю, да давай уже, раз уже пришли, играй мне на флейте. Он мне налил чаю, начал играть на флейте. Этот мужик смотрит, значит, это ливанское телевидение. Я там сижу. И вот я сижу в этом доме, в этой комнатушке, как бы там, да, и я понимаю, что они же тут реально живут 1002 лет точно. И же вот этот дворик, они все как бы вот вписались, как бы когда-то их предки пришли. И же какой пласт культуры вообще на самом деле здесь их окружает. И ну, ты просто как бы вот соприкоснулся с непрерывностью как бы десятков человеческих как бы поколений, которые прошли через это место. Я почувствовал просто такой сумасшедший вайб в этот момент. Да, я же как повторяю, что место является формирующей штукой. Есть книга, ну, в этой в школе аналов, есть работа по оксиканским деревням и городкам «Недвижимое время». Там прослежено, что много сотен лет ничего не изменилось. Те же фамилии, та же недвижимость, те же действия. Кстати, Европа, конечно, то, что она не живет в каменном этих ячейках, построенных еще в 17-18 веке, сильно определяет ее вот эту страсть к устойчивости и нежелание меняться. Так это и мировоззрение определяет. Я поэтому всегда задыхался как бы вот в таких вот европейских городах, потому что все-таки мы люди какого-то простора. Вот она у нас так... Ну, Киев это как... Мне выразился один человек, который много жил в Москве, и сказал, что в Москве не видно неба, а в Киеве почти везде видно небо. Угу. Это разница, конечно. Так. Когда-то мы пытались говорить об украинском времени. Я помню, я участвовал в конференции в Минске по понятию «белорусское время». В этом тоже есть смысл обсуждать. Ну, конечно. У поляков тоже как бы интересно погружаться в их среду и видеть абсолютно, ну, как скажем так, в некоторых моментах абсолютное сходство и понятное, как бы, а с другой стороны абсолютное различие. Есть различия. И на уровне городов оно проявляется, и на уровне дома. Да. Организации дома, семьи, рода. Да. Ну ладно. Хорошо. Тут спрашивают, сколько будет эфир? Да он уже заканчивается, мы уже сколько? Мы в эфире так прилично. 1:34, отлично, по-моему, провели время. Друзья, спасибо всех, кто нас смотрели, тут дискутировали. В принципе, интересно, людям понравилось. Там какие-то принципиальные вопросы есть? Надо сейчас посмотрю, давайте посмотрю. Так, города были центрами общения, а теперь общение происходит и в интернет, YouTube, Facebook и так далее. Но это, наверное, то, что касательно вот этого виртуального города, который это перемещается туда. Но это отнюдь, это реальный город отнюдь не отбрасывает. Нет, оно позволяет кое-что прочистить реальные города, кое-что вынести туда и изменения делать там, а не там, где требуются огромные ресурсы в реальном городе. Просто я вот сегодня иду и... Ну подожди, да. Это же не новость. Невидимый город, невидимая часть города всегда была. Я их описывал много. Это и символическая структура города, это и коммуникативная, это и мифы города, это все невидимая часть города, которая составляет его содержание. И поэтому и раньше основные смыслы создавались в этой невидимой части. Там, где лучшие условия общения, это он продолжает, это Туз Александр. Там, где лучшие условия общения, там и рождается будущее. Пример — Кремниевая долина.
Вот. Кремниевая долина, не надо так ее идеализировать. Она возникла случайно по поводу недвижимости, принадлежащей Стэнфордскому университету, и размещению аспирантов, жить аспирантам где. Там сложилось это, повторить это нельзя. Ну, так как раз то, что вы говорили. Вот есть университет, и который, по сути, стал пушером, который создал этот феномен. Да, да, он создал это, не очень проектируя, но Да. создал. Угу. Можно сразу вопрос? Мы рассматриваем город как форму организации общества или как форму политической организации общества? Потому что если второе, то из города исходит не просто будущее, а вся цивилизация. Во-первых, если первое, исходит вся цивилизация. Конечно, из города исходит цивилизация. А почему политическая? Это какой-то один из срезов города, и, возможно, не самый важный. Так, сейчас еще. Так, сейчас тут дискуссия просто столько. Они еще друг с другом дискутировали, поэтому я не этот. Я где-то читал, что Уильям Гибсон когда-то писал своего нейроманта, вдохновлялся Гонконгом, когда тот описывал атмосферу корпоративного города. Было такое. Чекмарев. Саша написал. Так, с точки зрения гостя, какая модель города лучше и чем? Североамериканская или европейская модель? Ты думаешь, что еще куча других моделей есть? Никакая. Каждому городу соответствует собственная форма организации. Иначе он не город. Угу. Так. Разговаривала Татьяна Дусенко, пишет. Разговаривала с архитектором одной из союзных столиц, и он очень гордо заявил, что генплана у них больше нет, так как это пережиток СССР. Что и говорить, город варварски убит. Это самое. Вильнюс перешел от проектирования по генплану на стратегирование сразу почти после выхода из Советского Союза. Потому что генплан — это фиксирующий документ во многом. А стратегия или видение будущего, оно в генплане вторично и не будущее, потому что оно не учитывает динамику изменения. Генплан долго делается, очень. Так, Алина Стайловская. В свое время из Мариуполя нельзя было приехать в Киев поездом, потому что ЖД полностью, фактически нельзя было, там слишком по 18 или сколько там часов ехали. Нельзя было приехать в Киев поездом, потому что ЖД полностью отдали под грузоперевозки. А в Москву доехать, пожалуйста. Потом удивлялись самоидентификации жителей. Я поэтому и говорил, что вот нам необходимы такие проекты, как там новая столица, для того, чтобы это все переформатировать. Нет, но логистика нужна нормальная, в мировую вписанная. И это очень важно. У нас логистика была ориентирована на Советский Союз, а теперь на Европу и на Азию. Это другая логистика, другие дороги, другие ориентации. Так, сейчас смотрю еще. Алина Стайловская продолжает. Украинцы очень недооценивают свои города. Поверьте, человеку, который живет в городе, который входит в топ-рейтинги, рейтинги реальность отличаются. Но он в Калгари живет, поэтому в Канаде. Поэтому знает, что говорить. Так. Неум как проект провалился, люди так и не заселили его. Да, они же его еще не закончили, они его только разворачивают. Я думаю, что он будет не очень успешный, потому что в нем много, я бы сказал, от советского. Проектировать сразу гигантские структуры.
бессмысленно. Надо создавать множество. Да, оно неорганично. Это знаете, как я когда в 2020 году показывал, как мы в Алиулу ездили, которую они рядом как туристический кластер развивают. Ну и там такие места, вот как в Иордании, там Вади-Рам, там, значит, Петра, там просто есть такие же локации, условно говоря. Так вот, почему я решил, вот я посмотрел на это все, и я для себя решил, что оно не особо взлетит. Не потому, что у них там не хватает денег, они там прекрасные гостиницы уже тогда делали. Но вот это все именно было искусственно, потому что ты живешь там условно в гостинице, в этой, которая состоит из таких домиков в пустыне, и там тебя все развозят, и постоянно все возят на таких больших джипах. То есть это сразу прикрепляется, ограничивается именно твоя свобода передвижения так, как ты хочешь. Вот, это сводится все к какой-то одной модели вот для таких вот типа туристов там, да, и оно выглядело все вот реально очень искусственно, это вся движуха. Ну, как бы, это там. делает добро насильно. Хорошо. Хорошо. Так. Ну, давайте еще один, Татьяна Дусенко. Многообразие реализации городской структуры и культуры возможно только тогда, когда люди будут реально не номинально свободны. Тогда появятся и смыслы, и ресурсы. Город по понятию свободен. Даже если в средневековых, ну не постсредневековых городах, если ты умудрился сбежать, там ты был рабом или там кем-то еще, и прожил какое-то время в городе, ты уже свободен. Воздух города делает свободным. Это у нас государственные города и не свобода. Город – это то, что свободно по понятию. Угу. Так, вопрос вот Луна Веритас не понял. Юра, о чем вы задумывались, идя куда-нибудь? Я не понял вопрос. Ну, о чем-то, наверное, задумался, когда куда-то иду. Напишите потом в телеге, что вы спрашивали, что вы имели в виду. Так. Генплан является формализацией стратегии, и то на короткое время. Динамика развития городов делает развитие генпланов старыми уже в течение 5 лет, как по мне. Ну, это то, о чем вы говорили. Да, я говорю, что генплан – это из старой жизни. Хорошо. Все, друзья, спасибо большое за активное участие. И обнимаем, целуем. До завтра. Пока. До свидания.